Метод Цицерона основан на принципе запоминания последовательности и многократном повторении уже давно знакомых нам образов. Информацию, которую нам надо хорошо запомнить и потом воспроизвести, надо мысленно распределить по хорошо знакомым нам объектам, например, по предметам мебели в офисном кабинете, в спальне или гостиной, в четко заданном порядке. Когда вы вспомните это помещение, перед вами без труда возникнет необходимая информация, и вам останется лишь воспроизвести ее. А применение на практике. Метод Цицерона включает в себя разные упражнения. Для начала необходимо мысленно взором рассмотреть изнутри свое жилище или кабинет. Если вы выбрали для тренировки памяти свое жилье, то мысленно распределите последовательность всех его помещений, по примеру, в зависимости от планировки. Затем сконцентрируйтесь на первом помещении и осмотрите мысленно все объекты, находящиеся в нем. Делать это желательно всего в одном направлении, лучше по часовой стрелке. Если вы впервые пробуете работать по методу Цицерона, то для начала сконцентрируйте свое внимание только на одной комнате. Не обязательно использовать только знакомые помещения, здания. После подготовки римской комнаты в своем сознании переходите к размещению в ней той информации, которую вам требуется запомнить. И здесь можете попробовать упражнение Цицерона и узнать, насколько хороша ваша память. Запоминание текста. Прочитать текст и понять, о чем он. Разбить его на несколько смысловых частей. Каждую из этих частей запомнить в отдельном помещении своего жилья. А далее вслух произнести всю речь, последовательно воспроизводя в памяти образы тех помещений, в которых были заполнены части текста. Рекомендации. Подобные тренировки рекомендуется проводить регулярно, так как это позволит усовершенствовать такой важный инструмент сознания, как память. Немалую роль в улучшении процесса запоминания играют органы чувств. Важно подключить их к работе и отмечать не только то, что вы видите, но и то, что вы чувствуете, например, запахи, вкусы, или слышите различные звуки. Для большей эффективности применения метода Цицерона нужно прикреплять единицы запоминаемой информации к объектам ярко освещенных комнат. А также можно изменять размеры запоминаемых предметов или образов. Например, мышь представлять размером со слона или наоборот. Придумывать интересные и подвижные переходы от образа к образу, от объекта к объекту. Например, представить диван более яркого цвета, чем он есть на самом деле, а соседнее кресло ритмично пританцовывающим.